В этом уроке поговорим о React и JavaScript как таковом. Что ж, сначала давайте попишем код. Я хочу сделать, чтобы этот список идей выводился динамически, исходя из заданной структуры данных. Давайте зададим эту структуру данных. Так, назовем это IDS, и пускай это будет массивом. А в массиве пускай будут объекты. Так, Copilot нам уже что-то предлагает. Да, нас это вполне устраивает. А, Также я хочу, чтобы в этой структуре у идеи был ник. Этот ник позже будет нами использован для того, чтобы создать индивидуальную страничку для каждой идеи. Ну и здесь будет пускай вот такой ID-шник, ID, ник 1. И пускай у нас будет 5 таких идей. Copilot меня прекрасно понимает в этом вопросе. Нет, он не знает, что я хочу. 5 идей. Он думает, что я хочу 3, а я хочу 5. Хорошо. Вот 5-я идея. Вот наша структура данных. Такая печаточка. Хорошо. Сейчас она вот такая, и теперь нам нужно ее применить к коду, чтобы у нас сгенерировался вот такой массив. Как это сделать в React? Мы открываем фигурные скобочки. Когда мы открыли фигурные скобочки, мы в них уже можем писать какой-то код, который нам будет выдавать JSX-структуру, но уже динамически. Делается это так. Пишем IDS и map. Map – это проходка по массиву, которая возвращает новый результирующий массив. Она принимает функцию следующего рода. Пока напишем так. Return. И нужно вернуть вот такую структуру. Так, только в этой структуре нужно подменить все на нужные значения. Так, идет проходка по массиву, в эту функцию будет передаваться по очереди каждый из элементов массива. Вот по такой структуре. Эту структуру он берет просто из этой структуры, благодаря тому, что у нас TypeScript. ID, name. А здесь будет, соответственно, idea, description. Что еще важно, как это работает? Вот, у нас идет проходка по массиву IDS. Idea попадает в эту функцию, и эта функция у нас возвращает какую-то JSX-структуру. В итоге вот все вот это возвращает новый массив из вот таких элементов. Вот, и он вставляется в структуру. В React так устроено, что когда ты возвращаешь какой-то массив в JSX-структуру, нужно каждый элемент пометить ключом. Вот. Ему это нужно для того, чтобы он понимал, как его потом обновлять. Правило такое, просто создаешь массив, пишешь key. И пускай key у нас как раз вступает ник. Хорошо, это становится нам ненужным. Сохраняем и смотрим, что у нас получилось. Что же у нас получилось? У нас получилось 5 идей. Работает это отлично. Что из всего этого следует понять? Да, мы сейчас объявили какую-то структуру данных с помощью JavaScript, и в согласии с React как-то ее вывели. Ничего принципиально сложного мы не сделали. Здесь самые обычные JavaScript операции. Но JavaScript, конечно, целый язык программирования, и изучать его следует, скажем так, долго, постепенно познавая его глубины. К этому уроку я приложу ссылку на бесплатный курс по JavaScript, где вы сможете ознакомиться со всеми нюансами JavaScript. В то же время я хочу вам посоветовать мой подход к обучению. Я сам так учился, я самоучка. Проще пытаться что-то сделать и разбираться в языке или какой-то технологии по мере решения какой-то реальной задачи. И вашей, по идее, реальной задачей является создание какого-то собственного проекта.
и вам просто нужно пытаться его разработать. По ходу дела вы будете использовать то, что писал здесь я, когда вы будете встречаться с вещами, которые я не осветил, у вас будут просто возникать какие-то конкретные вопросы, вам будет удаваться их загуглить, вы будете находить какие-то обучающие ролики, и так постепенно-постепенно, решая реальные проблемы, реальные задачи, вы поймете, как это делать, и будете осваивать JavaScript. То есть я рекомендую сильно не укапываться в теорию, а познавать ее по мере практики. Хорошо? Всем спасибо. Поехали дальше.